Армения и Иран на фоне стремительно меняющейся геополитической ситуации в регионе Южного Кавказа делают ставку на углубление сотрудничества, которое все более приобретает стратегическое измерение. Официальный визит президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана в Ереван стал ярким подтверждением того, что двусторонние отношения выходят на новый уровень, как в сфере экономики, так и в области инфраструктуры, энергетики и политики. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с президентом Ирана напомнил, что страны поставили перед собой амбициозную задачу – довести объем двустороннего товарооборота сначала до $1 миллиарда, а затем и до 3 миллиардов. По его словам, первый этап практически достигнут, а вступившее в силу соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом создает уникальные возможности для расширения торговли. Эта цель имеет не только экономическое, но и символическое значение. Речь идет о создании устойчивого экономического моста, который позволит Еревану и Тегерану минимизировать риски внешнего давления, а также диверсифицировать свои внешнеэкономические связи. Однако двусторонние отношения не ограничиваются торговлей. На повестке дня целый комплекс инфраструктурных проектов, которые в долгосрочной перспективе способны изменить баланс сил в регионе. Так, Армения и Иран договорились о строительстве второго моста через реку Арас в районе Нордуза, который станет важнейшей транспортной артерией. Одновременно с этим ведется реконструкция существующего моста и благоустройство пограничных терминалов. Эти меры должны не только увеличить объем транзита, но и сделать его более предсказуемым и безопасным. Параллельно развивается проект строительства дороги Каджарана-Гарак, общей протяженностью 32 километра. Его выполняет иранская компания, что подчеркивает доверительный характер сотрудничества. Для Армении данный проект имеет стратегическое значение. Он обеспечивает прямой выход к иранской границе, формируя основу для будущих транспортных маршрутов. Для Ирана же это путь укрепления экономических связей с Ереваном и вхождения в транзитные схемы, связывающие Персидский залив с Черным морем. Не менее значимым направлением остается энергетика. В ближайшее время Армения и Иран намерены завершить строительство третьей линии электропередачи, которая позволит увеличить объемы экспорта электроэнергии из Армении. Этот проект имеет двусторонний эффект. Армения получает возможность расширить свой экспортный потенциал, а Иран – гибкий инструмент балансировки энергетических поставок, особенно с учетом растущего внутреннего спроса. Пашинян особо подчеркнул, что обе стороны договорились ускорить реализацию этого проекта, поскольку его завершение имеет ключевое значение для энергетической безопасности. Подписанный в Ереване пакет документов охватывает широкую палитру сфер. Помимо традиционных торгово-экономических соглашений, стороны договорились о сотрудничестве в области стандартизации, аккредитации и метрологии, туризма, образования и профессиональной подготовки, медицины, градостроительства, архивного дела и музейного обмена. Примечательно, что иранские специалисты будут вовлечены в масштабную социальную программу строительства в Армении 300 школ и 500 детских садов. Это не только содействие развитию инфраструктуры, но и показатель того, что Тегеран заинтересован в долгосрочном и институциональном присутствии в Армении. Отдельное место занимает проект транспортного коридора Персидский залив, Черное море. Он рассматривается как один из наиболее стратегически значимых для обеих стран. На территории Ирана железная дорога уже дошла до Джульфы, а участок Джульфа-Ереван получил официальное одобрение. Этот маршрут способен обеспечить прямое сообщение Ирана с Европой через Армению, превращая ее в важнейший транзитный узел. Более того, Ереван получит доступ к иранским портам на побережье Персидского залива и Оманского моря, что откроет возможность выхода к глобальным торговым маршрутам. По сути, данный проект формирует альтернативу Зангезурскому коридору, продвигаемому Азербайджаном и Турцией, и открывает для Армении реальный шанс компенсировать отсутствие собственного выхода к морю. Политический контекст визита оказался не менее значимым, чем экономический. Президент Пезешкиан четко заявил, что Иран никогда не признавал и не признает нарушение территориальной целостности Армении.
Это заявление прозвучало особенно весомо на фоне дискуссий о будущем региональных коммуникаций и усилий внешних игроков, стремящихся закрепиться на Южном Кавказе. Иран фактически подтвердил, что рассматривает Армению как ключевого партнера и союзника, чьи границы являются неприкосновенными. Более того, Пезешкиан подчеркнул, что мир на Кавказе является стратегическим приоритетом для Ирана, а передача урегулирования внешним силам только усугубит ситуацию. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи отметил, что Армения дала четкие гарантии в том, что ее территория никогда не будет использована для действий против Ирана. Это особенно важно в условиях, когда регион стал ареной конкуренции глобальных центров силы, а присутствие третьих сторон у армяно-иранской границы воспринимается Тегераном как прямая угроза. Таким образом, Армения для Ирана не просто сосед, а гарант стабильности и партнер, с которым можно координировать действия в чувствительных сферах безопасности. Министр промышленности и торговли Ирана Мохаммад Атабак добавил, что Армения является воротами для Ирана в ЕАЭС, а вступившее в силу соглашение о преференциальной торговле обнулило пошлины на 87% товаров, что уже ускорило товарооборот. Он сообщил, что в рамках последней встречи с министром экономики Армении было решено создать рабочую группу для устранения оставшихся барьеров и выработки единых стандартов торговли. Это говорит о том, что обе страны стремятся к практическим шагам, а не ограничиваются декларациями. На полях визита в Ереване прошел армяно-иранский бизнес-форум, который собрал представителей деловых кругов обеих стран. Его цель – углубление торгово-экономических связей, стимулирование инвестиций, реализация совместных проектов и расширение обмена технологическим опытом. Отметим, что также состоялась встреча президента Армении Ваагна Хачатуряна с Масудом Пезешкианом, в ходе которой стороны вновь подчеркнули важность углубления дружбы и сотрудничества. Таким образом, визит президента Ирана в Армению стал не просто протокольным мероприятием, а важнейшим этапом в развитии нового формата двустороннего взаимодействия. Армения и Иран фактически формируют собственный контур региональной стабильности, опирающийся на инфраструктурные и энергетические проекты, политическую поддержку и общую заинтересованность в укреплении независимости от внешних центров силы. Для Еревана это шанс закрепить за собой роль транзитного узла и компенсировать геополитическую уязвимость. Для Тегерана – возможность выйти на новые рынки и усилить влияние на Южном Кавказе. В условиях, когда регион становится ареной конкуренции мировых держав, союз Армении и Ирана приобретает значение, выходящее далеко за рамки двусторонних отношений и влияя на формирование будущей архитектуры безопасности и сотрудничества в Евразии. Оставляйте свое мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми узнавать самые важные и свежие новости мира и Южного Кавказа.